Привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, как набрать первую 1000 подписчиков в Instagram. Это очень важно, потому что если у вас нету той самой 1000 подписчиков, у вас, скорее всего, не работают абсолютно все инструменты продвижения. Вы запускаете какие-то розыгрыши, в которых особо никто не участвует. Вы устраиваете какие-то акции, которыми тоже особо никто не пользуется. Либо вы делаете какие-то коллаборации, которые также не приносят эффективности. Что же делать? И мало кто рассказывает об этом, потому что во всем продвижении, во всей там стратегии Instagram, это, я бы сказала, самое сложное. Набрать первую, ту самую 1000 активных пользователей, людей, которые будут давать вам правильные реакции для того, чтобы Instagram видел, что у вас активный профиль, да, чтобы Instagram начал включать правильные алгоритмы и показывал вас, допустим, в тех же самых рекомендованных. То есть вам нужна так или иначе первая 1000 подписчиков для того, чтобы запустились все необходимые инструменты и алгоритмы Instagram. И я вам сегодня расскажу несколько способов, как это можно сделать. Расскажу способы, которые быстрые, допустим, но очень эффективные, но с бюджетом. И бесплатные способы, которые чуть менее эффективны. Скажу примерные сроки, в какие вы сможете набрать как раз ту самую аудиторию, да, которая даст вам такой первоначальный стартап, да, для запуска всех алгоритмов. Первый и самый, конечно же, быстрый способ – это таргетированная реклама. Как известно, Instagram – соцсеть, которая пожалуй, есть у каждого из вас, да, которая понимает это прекрасно, что она является самой популярной на данный момент. Соответственно, она хочет себя монетизировать, так как она для всех пользователей бесплатна, и соцсеть хочет себя сама монетизировать, и это очень важно. Она делает это как раз через таргетированную рекламу. Примерно за неделю вы сможете набрать ту самую заветную 1000 подписчиков, если вы будете использовать таргет. Это достаточно просто, быстро, но это бюджет. То есть здесь вам нужно будет вкладываться, здесь вам нужно будет продумывать различные креативы, разобраться еще в рекламном кабинете, да, что тоже у многих вызывает просто панику и страх. Но, тем не менее, это самый быстрый способ набрать первую 1000 подписчиков для того, чтобы Instagram увидел, что вы действительно будете вести свой профиль, стал показывать вас в рекомендованных, чтобы он увидел, что вы с серьезными намерениями, да, сюда пришли, а не послезавтра там уже перегорите и перестанете снимать контент. Поэтому в данном случае для первого проекта, если у вас есть бюджет, и вы конкретно идете в Instagram ради бизнеса, то это, конечно же, таргет. Из минусов это стоимость, да, что вообще подписчики сейчас очень-очень недешевые, ну и как такового органического роста, да, его просто не существует в Инстаграме. То есть так или иначе вам нужно будет вкладывать какие-то суммы, да, в свое продвижение. Просто где-то больше, а где-то меньше. И второй минус – это, конечно же, разобраться во всех тонкостях рекламного кабинета в Фейсбуке. Но если вы выделите на это время, это вполне можно сделать самостоятельно, обучившись, например, на моем курсе. Следующий инструмент – это контент-продвижение. Я обожаю этот инструмент, на самом деле я его очень часто практикую и использую в ведении своих клиентов, в своем ведении профиля, и это называется контент-продвижение. Что имеется в виду? Это значит, что вы работаете со всеми абсолютно инструментами Instagram, что вы используете все функции, которые он вам предоставляет. Я думаю, что многие из вас, да, выкладывают сторис, выкладывают посты, и на этом, как правило, все. Либо это очень редкий постинг, да, например, в IGTV, либо это очень редкие прямые эфиры. И вот так делать нельзя. То есть, если вы хотите действительно хороших результатов, у вас должен быть стабильный постинг и разнообразие контента. Это важно даже не для ваших подписчиков и не для вас, это очень важно для алгоритмов Instagram.
Этот способ является, в принципе, условно бесплатным, да, потому что создавать контент на самом деле хороший, качественный, который досматривают, это тоже стоит денег. Но в целом, если вы очень классный, креативный человек, да, вы можете это сделать практически бесплатно или вообще бесплатно. И используя данный способ, 1000 подписчиков примерно через 6-9 месяцев уже может накопиться, да, быть в вашем блоге. Причем это люди будут более вовлеченные, более активные, например, чем с таргета. Это будет более прогретая аудитория, более вовлеченная аудитория, чем, например, вы наберете с таргета. Ну, в таргете быстро. Следующий способ – это попадать в рекомендации. Что такое рекомендованное? Это когда, например, ваш пост показывает Инстаграм людям, у которых примерно такие же интересы, да, то есть, когда вы открываете общую ленту, например, и вы видите там какие-то посты. Так вот, Инстаграм формирует эту ленту на основании ваших интересов. Причем вы можете даже не подозревать, что о вас думает Инстаграм, да, то есть как бы иногда попадают такие вещи в эту ленту, что, ну, не может быть, чтобы я об этом думал. На самом деле анализируется все, анализируется даже то, как вы просматриваете публикации, как вы просматриваете сторис, на какие именно посты вы читаете. Если вы думаете, что нажав там кнопочку «Еще» и открыв пост, да, и прочитав этот пост, Инстаграм этого не видит, он очень хорошо все видит и понимает, да, что этот контент вам интересен, что этот пост вам интересен. И в следующий раз обязательно его покажет вам. Даже если вы там не нажали лайк, не сохранили пост, не написали комментарий, да, не подписаны вообще, может быть, на этот профиль, так или иначе, Инстаграм будет вам его показывать, потому что он вам интересен, потому что вы прочитали пост, потратили свое время, да, и тем самым у вас была какая-то глубина просмотра. Инстаграм, как любая социальная сеть, очень заинтересован в том, чтобы вы проводили максимальное время на этой платформе, на этой площадке. Поэтому, если вы интересуетесь, да, там, не знаю, например, вы вообще парикмахер, да, но вы там интересуетесь собачками, да, или там разведением, заведением собак, вам Инстаграм в том числе будет показывать всю информацию про собак, потому что он знает и видит все ваши, там, не знаю, поисковые запросы, как вы просматриваете публикации, связанные с этой темой, и, соответственно, вам это все выдает. Как попасть, да, к этим людям, которые действительно уже прогретые, которых действительно интересует эта тема, которые будут читать, да, будут взаимодействовать с вашим контентом и так далее. Есть определенные алгоритмы, да, для попадания в этот топ, но на самом деле, если вы все делаете постоянно, да, и по-правильному, да, то здесь у вас будет 90% успеха. То есть, если у вас действительно хороший контент, и он набирает в первые 30 минут максимальное количество взаимодействий. Что такое взаимодействие? Взаимодействие – это лайк, комментарий, сохранение, или, например, если человек переслал это какому-то другу, да, делится этим контентом, на самолетик нажал, это тоже взаимодействие. Вот эти вот взаимодействия на ваши публикации очень сильно влияют на попадание в топ. И если вы, например, из вашей публикации мотивируете людей, да, поставить лайки, или написать комментарии, или сохранить пост, или вы написали действительно там полезный пост, да, который будет интересен для очень многих людей, то вероятность, что его сохранят, очень высокая. И, соответственно, это все люди должны сделать в течение там первых 30 минут, и тогда алгоритм Инстаграм будет видеть, что ваш пост, ваш контент действительно интересный и классный, ну и, соответственно, показывать его в разделе «Рекомендованное» для тех людей, которые еще вообще с вами не знакомы, которые на вас не подписаны, что, в общем-то, тоже вам очень сильно на руку. Следующий инструмент – это внешнее привлечение. То есть на одном Инстаграм у нас свет клином не сошелся, да, вот как я очень люблю говорить, ребят, если у вас срабатывает, если вот вы сидите в своем салоне красоты, у вас нету клиентов, и вам нужно клиентов, и вы выходите на улицу вот с таким вот плакатом и говорите: заходите, там, не знаю, в общем, если вот так вот, если у вас работает, да, и у вас приходят от этого люди,
это тоже способ продвижения. Если вы ходите и расклеиваете объявления на подъездах, это тоже способ продвижения. В данном случае, да, невозможно всех мерить одной линейкой, да, то есть, не знаю, я там таблетки от запора, да, продавать в Инстаграме, ну, это не очень эффективно, а продавать их в кабинках туалета, там, не знаю, в каком-нибудь международном аэропорту, это классно, это зайдет, и это действительно в тему. Вот, поэтому не забывайте про все остальные способы продвижения и привлечения людей. Да? Например, если вы обучаете, да, мастер, который обучает, очень круто, да, просите всех абсолютно своих учеников там, да, подписаться на вас, там, максимально, не знаю, следить за вашим контентом, поставить уведомления, поделиться вашим профилем, допустим, с ее друзьями, потому что у нее так или иначе есть друзья, такие же парикмахеры, которым также может быть интересен ваш блог. И, например, да, и что еще может быть внешним продвижением? Это могут быть абсолютно все другие соцсети. То есть кто-то в далекие времена, да, когда это было еще актуально, вел, например, очень хорошо ВКонтакте или Facebook, да, или, например, вы классно развиваете канал в Telegram. То есть все это называется трафик. Неважно, откуда вы его пригоняете. Если у вас классный ВКонтакте, да, вы можете там постоянно приглашать из этого ВКонтакте к себе в Инстаграм, давая как можно больше полезной информации. И это будет классный обмен аудиторией, да, то есть это будет тот же самый трафик, только вы не платите за него. В Таргете вы, соответственно, вкладываете деньги, а во ВКонтакте, там, в Фейсбуке вы за это просто не платите. Вот и все. Кстати, есть сервисы, которые делают автоматические репосты, да, для того, чтобы круглосуточно не сидеть в телефоне или там в компьютере, не выкладывать во все соцсети разные публикации. Есть сервисы, которые вы можете использовать для того, чтобы автоматически один и тот же пост дублировался во все соцсети. То есть это и во ВКонтакте, и в Facebook, и в Pinterest. Я очень рекомендую вам этим заняться. И, допустим, в Telegram. То есть все вместе, вы выложили пост в Instagram, и у вас этот пост появился сразу и везде. Можете написать мне в Instagram в директ, я скину вам название этого сервиса. Очень классный и полезный, я пользуюсь им уже более 4 лет. Следующий способ – это комментинг. Комментинг классный способ, но он был очень-очень классным года 3 назад. Сейчас, конечно, это уже работает немножечко не так. И вот не нужно путать здесь, да, комментинг и прямо массовые комментарии, которые вот эти вот оставляют разные боты. Подпишись, там у меня заболела кошка, дай денег там на, не знаю, на какие-нибудь похороны. То есть вот это не про это про то, когда вы понимаете, где потенциально сидит ваша целевая аудитория, да, когда вы правильно, грамотно ее проанализировали и понимаете, что моей целевой аудитории, скорее всего, еще интересен, например, вот этот вот фитнес-блогер. То есть, да, она ходит ко мне, там, например, на окрашивание, но она еще вроде очень хорошо выглядит и следит за своей фигурой, и она, наверное, интересуется вот этим направлением фитнеса, окей, да, то есть вы понимаете, что ее внимание в том числе есть еще вот в этом блоге, и в этом блоге очень много таких, как она, да, и это называется ваша потенциальная аудитория, которая просто еще о вас не знает. Таким образом, вы включаете уведомления в этом блоге, ну, желательно, конечно, чтобы этот блог был большой, на несколько порядков, просто больше, чем ваш, да, чтобы там были естественные, живые, классные комментарии под каждыми постами. И вы включаете уведомления о публикациях в этом блоге. И вот ваша задача одной там из первых, да, сделать классный, осознанный комментарий. Не хейтерский, да, то есть вы не пишете, что, блин, автор говно, там все фигня, все мне не нравится, а вы высказываете свое мнение, да, всегда лучше через себя просто также рассказать какую-то тему, да, сказать свое мнение на эту тему. Таким образом, чтобы это было и не в адрес автора, да, чтобы вы никаким образом его там не обидели, без хейта, да, то есть вот это нужно избегать максимально.
И в то же время этот коммент должен быть интересным для того, чтобы люди, кто, например, там, ну, они обычно начинают лайкать вас, да, лайкать комментарий, ваш комментарий выходит в топ, и люди, которым вы там, например, понравились, да, у вас классный ник, классный аватар, они могут заинтересоваться и перейти на ваш профиль. Но дальше там уже все зависит от оформления. Вот. На самом деле все эти способы действительно эффективные, всеми этими способами можно воспользоваться и уже, ну, через месяц получить ту самую заветную 1000, да, а дальше это просто уже после 5, там, после 7000 это будет нарастать как снежный ком, это проще, эту аудиторию вы наберете намного быстрее, чем первую 1000. И еще, да, я хотела поговорить, что это все работает только в том случае, когда в профиле у вас все хорошо, то есть он классно оформлен, там интересно, там все сделано для подписчика, и вы общаетесь с аудиторией. Все это максимально важно. О том, как оформить профиль, мы поговорим с вами в следующем видео. Всем пока!